Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы поговорим о камерах для внешнего видеонаблюдения, которые продаются под брендом Lenovo. И конкретно рассмотрим это на примере камеры Lenovo модель X6G. Вот так вот она выглядит. Такие камеры под брендом Lenovo массово продаются в маркетплейсе AliExpress, ну и возможно на других интернет-площадках. И сейчас мы разберемся, что это за камеры и стоит ли их вообще, в принципе, покупать. Начнем мы, конечно, свое видео с того, что я расскажу вам о своем мнении о том, является ли это камера видеонаблюдения родной Lenovo, или это все-таки не совсем, или вообще не Lenovo. Но перед тем, как мы продолжим, моя просьба к вам подписаться на мой канал и поставить лайк, потому что, возможно, после просмотра вы забудете это, как всегда, сделать. Что ж, поставили лайк, подписались, тогда продолжим. Итак, мое небольшое расследование по поводу того, является ли эта камера родной оригинальной Lenovo, показало, что это не совсем Lenovo, но и не подделка. Я так предполагаю, что по некоторым признакам, что Lenovo сама на своих фабриках данные камеры видеонаблюдения не производит, а заказывает их у стороннего производителя, которому компания Lenovo передала права на свой бренд Lenovo, и этот сторонний производитель производит такие камеры и брендирует их Lenovo. Этим производителем по разным признакам является компания Juan, если я правильно произношу. И это было очевидно по тем признакам, что, во-первых, упоминание Juan я нашел в настройках данной камеры. Также данные видеокамеры очень похожи, вообще один в один, как такие же камеры, но которые продаются под брендом Juan. И да, компания Juan производит и продает камеры тоже под своим отдельным брендом. Также, вот видите, у меня есть коробочка, и в ней есть наклеечка, на которой указано, что произведено компанией Zhenshen Juan Technology. То есть это еще одно подтверждение. Также есть такой момент, что я заходил на указанный здесь сайт, и в разделе для камер видеонаблюдения есть камеры Lenovo. Вот, есть очень много камер разных моделей, которые похожи опять-таки на Juan модели, но конкретно этой модели нет, и мне кажется, что компания Juan, имея права на производство камер на рынок Китая либо Азии, решила еще немножко подзаработать и выпустила некоторые модели для западного рынка. И такая конкретная модель это у нас X6GU. Вот, у нас тут даже есть, видите, похожее упоминание, похоже на Европу, европейский рынок, да. Вот, и в общем по качеству могу сказать, что в принципе качество исполнения этой камеры на хорошем уровне, все выполнено качественно, поэтому вот решать, насколько она фирменная Lenovo или не совсем Lenovo, как бы вам, ну как бы не совсем родное, но и точно не какая-нибудь левая подвальная подделка. Что ж, с Lenovo мы разобрались, продолжим далее. К нам она приходит вот в такой упаковочке. Такая у нас коробочка с разными наклейками. Да, в комплекте с камерой у нас идет зарядное устройство, адаптер, 5 вольт 1,5 ампера, универсальная стадо 240 вольт, европейский вариант. В комплекте у нас идет кабель питания Type-C USB, причем это кабель трехметровый, и он предназначен только для питания камеры. Причем, постепенно используя эту камеру, я обнаружил один момент, что не все кабеля питания подходят к камерам, и в том числе к этой камере. Я пробовал, купил себе 10-метровый кабель, и подключив к камере, мне не удалось полноценно запустить камеру. И данную проблему я нашел и у других пользователей, ознакомившись с отзывами. Почему так происходит, я не знаю. Возможно, проблема в разных стандартах USB и Type-C, и поэтому оно не запускается. Если вы знаете, в чем причина, то можете написать и указать в комментариях, буду вам
благодарен. Далее, в коробке саму камеру мы находим вот в такой защитной упаковке, да. Это позволяет нашей камере не разбиться во время транспортировки. Также у нас есть коробочка с разными дополнительными штучками. Это у нас крепление камеры. Ну, я бы сказал, что хлипковато немножко, но я думаю, что камеру будет держать. Да? Я бы поставил какие-нибудь побольше, помощнее. Также у нас имеется колпачок. Это защитный колпачок, если вы присоединяете свою камеру к интернету через обычное кабельное соединение. Да? Вот сюда он подсоединяется, защитный, и как бы позволяет не попасть сюда влаги, снегу, там, не знаю, граду, ну и другим разным агрессивным веществам. Далее перейдем к самой камере. Камера, как вы видите, выполнена в корпусе из белого пластика, матового пластика. Вот у нас имеется, значит, кронштейн, капсула, чашка поворотная и камера. У нас устройство есть две камеры. Одна у нас стационарная, которая постоянно смотрит в одну сторону. Вторая камера у нас поворотная. Поворот у нас может происходить по горизонтали на 330 градусов, по вертикали на 90 градусов. У нас есть антенки. Я уже эту камеру разбирал. Могу сказать, что у нас рабочая только одна антенка. Не помню, левая или правая. Но для красоты у нас две, чтобы не выглядела, да, камера как циклоп. И в теории, в принципе, если кинуть проводок, тут зацепить, то можно подключить и вторую антенку, что позволило бы улучшить Wi-Fi связь. Далее. К интернету мы можем подсоединить данную камеру с помощью беспроводного соединения Wi-Fi. Поддерживает 2,4 ГГц соединение и 5 ГГц, либо с помощью обычного проводного соединения. Причем могу сказать, что соединение через кабельное, через кабель намного более производительно, чем через Wi-Fi. Ну, тут как бы понятно, что Wi-Fi может быть качество сигнала разное, лучше, хуже, там старая версия, плохая версия. И поэтому этот фактор учитывайте. Но если у вас нормальный мощный роутер, хорошо раздает сигнал, то в принципе разница, конечно, в соединении ощутима, но не критична, и в Wi-Fi режиме тоже комфортно пользоваться данной камерой видеонаблюдения. По поводу присоединения к какой-нибудь поверхности мы видим, у нас есть здесь кронштейны. Также камеру можно немножко регулировать. Этот кронштейн у нас поворотный, можно чуть-чуть подвернуть камеру, если это нужно, но при этом не крутите слишком сильно. Сама по себе эта ножка, она поворотная, но там идут внутри провода, и при неудачном стечении обстоятельств вы можете просто эти провода отвернуть и, в общем, повредите камеру, придется ее потом ремонтировать. Так, по поводу качества съемки, ну что тут можно сказать, эта камера теоретически рассчитана на 8 мегапикселей, но я не смог никак определить и ощутить, где эти мегапиксели. Могу только сказать, что при работе через мобильное приложение, через мобильный телефон, на телефоне качество картинки отлично. То есть хватает качества пикселей ровно для того, чтобы получить хорошую качественную картинку. Также данная камера отлично снимает ночью. Здесь отличный режим ночной съемки. Прям изображение черно-белое, но очень отличимое, контрастное. При том, что есть 3 режима ночной съемки. У нас, видите, здесь есть лампочки. Они могут работать для инфракрасной подсветки, а могут работать как обычно ледовская подсветка. И это позволяет в небольших помещениях ночью они включаются, идет подсветка, и получить даже ночью цветное изображение. Съемка происходит с частотой 15 кадров. Больше у меня получить не удалось. Ну, я думаю, что, в принципе, для камеры видеонаблюдения в такую цену этого достаточно. 15 кадров достаточно для того, чтобы понять, что у нас происходит в периметре съемки данной
камеры. Далее, камера работает с помощью приложения. Основное приложение для нее это мобильное бесплатное приложение Cam 720. Она бесплатная, единственный платный там момент это если вы захотите с помощью данной программки писать в облако, и тогда эта услуга будет платная. По поводу программного обеспечения Cam 720, на момент записи этого видео я его использовал, это приложение, и оно функциональное, все работает, но мне оно показалось сыроватым, и придется немножко повозиться, чтобы понять, что где как там переключается, что где как регулировать. Далее, камера позволяет взаимодействовать с внешним миром по аудиоканалу. У нас есть встроенный динамик, вот он здесь, и у нас есть встроенный микрофон, вот он здесь. Если по поводу динамика можно сказать, что здесь динамик мощный и громкий, к нему можно подключить там сигнализацию, сирену, либо просто говорить, и этот микрофон будет нормально производить ваш голос. То вот микрофон здесь, грубо говоря, ужасный. Он без всякой защиты от шума, он слабенький, и то есть он как бы будет записывать звук, но он будет с шумами. Если вы захотите использовать его в качестве переговорного устройства, то камеру нужно будет вешать поближе к человеку, который будет подходить, иначе качество звука записи будет, ну, в общем, плохое. Так, поворот. По поводу вот поворотов вы можете эти все чашечки покрутить, конечно, туда-сюда. Там стоят встроенные сервоприводы, но при этом не рекомендую вас слишком сильно вертеть башкой, потому что можете... Там внутри есть проводки, они тоже двигаются. Если постоянно вертеть, то можно их просто повредить, что у меня и произошло. Мне пришлось эту камеру разбирать и ремонтировать, и мне удалось ее отремонтировать. Наверное, по этому поводу будет отдельное видео. По поводу подключения к другому программному обеспечению, мне удалось подключить две программы для стационарного десктопного компьютера. Это у нас программка называется менеджер устройств ONVIF. И еще одна программка, это у нас называется она VMC. Video Monitor System. Обе программки бесплатные, позволяют управлять данной камерой, даже производить видеозапись, но мне удалось подключиться только к этой нижней камере. Для подключения вам понадобится знать IP-адрес, логин и пароль. IP-адрес вы можете узнать из мобильного приложения Cam 720, когда подключитесь, либо с помощью вашего роутера. А вот логин и пароль такие, это я сам узнал опытным путем. Логин это у нас админ по умолчанию, а пароль у нас тот пароль, который вы использовали при регистрации в приложении Cam 720. Также будьте аккуратны для того, чтобы подключить другим устройствам. В программе Cam 720 в режимах настроек безопасности есть настройка, которая запрещает подключение другим устройствам. Поэтому эту настройку, если вы захотите подключиться к другим программам, нужно будет отключить, и тогда подсоединение произойдет, получится подключить само устройство. Что еще? Далее. Данная камера поддерживает распознавание движущихся объектов. Распознает, скажем так, не очень шустро, но распознает, и, скажем, если движение будет замечено с расстояния там, метров 5-10, то камера успеет адаптироваться, повернуть свою голову. А вот если будет объект слишком близко к камере, там метр-два, и он будет двигаться очень быстро, то камера не успеет полноценно среагировать. Поэтому будет просто обрыв в слежении за объектом. Также распознавание объекта и контроль за объектом происходит только в горизонтальном режиме, то есть камера будет вращаться только по горизонтали. А вертикально объекты не отслеживаются, то есть вертикально настраивать камеру вам придется самим в ручном режиме. Так, что еще? Далее смотрим. Здесь у нас имеется отсек, куда можно вставить карту памяти. Да, у нас microSD, поддерживаются карты до 128 гигабайт.
Также у нас есть и кнопочка сброса до установок заводских по умолчанию. Причем кнопка тугая, и ее нужно продавливать так, пока вы не почувствуете, что есть какое-то срабатывание кнопочки. И держать нужно не менее 10 секунд. Сами SD-карточки, кстати, тоже иногда продаются в комплекте с этой камерой. В данном случае я купил, в комплекте было 32 гигабайта, причем, снова же таки, смотрите, это Juan. Ну, как мы уже говорили в начале видео, это основной производитель данных камер. Так, значит, это мы рассказали. Ну, вот здесь мы видим у нас контакты для подсоединения. Это у нас подключение питания. Как видите, есть специальный колпачок, задача которого защитить от проникновения влаги. И второе, это у нас при подсоединении кабельной к интернет. Тоже у нас есть защитный колпачок. По поводу самой камеры, производитель указывает, что данная камера должна, она соответствует стандартам IP66, что подразумевает, что камера у нас может работать в широком диапазоне температур, там от минус 20 до 55, кажется, плюс дождь, там снег. Но у меня по этому поводу есть некоторые сомнения, и они говорят о том, что вот прям в сложных погодных условиях эта камера не сможет работать. И причина здесь в том, что вот видите, у нас есть здесь уши, и у нас здесь есть, не отверстия, скажем так, а зазоры, в которые может попасть влага. Плюс у нас, видите, это поворотная чаша, у нас тоже там имеются зазоры. И при сильных порывах ветра, при мощном дожде это все может попасть в эти зазоры. А потом еще, если температура там опустится ниже нуля, это все превратится в лед, камеру заклинит, и она просто поломается. Также просто порывами влаги может занести туда в воду, получится короткое замыкание, и камера тоже, скорее всего, умрет. Поэтому, если вы рассчитываете ее использовать прям в жестких условиях, то, наверное, не стоит. Погубите камеру. Камеру при установке где-то прямо на улице внешне нужно ставить специальный козырек, либо ставить ее под хорошим навесом, и она хорошо будет себя чувствовать где-нибудь в коридорах, в каких-нибудь подсобных помещениях. Вот, но обязательно должна быть какая-то защита. Вот, так, что еще? Что еще? Антенки у нас движимые. Что еще? В принципе, основные характеристики камеры, основное то, что я как пользователь обнаружил, смог вам рассказать, я вам подсказал. Скажу вам свое резюмирующее мнение, что за свою цену в приблизительно 25-30 долларов камера вполне неплохая. То есть ее нельзя использовать в профессиональном режиме, там, когда она должна работать 24/7, там писать стабильно видео. Нет, такую камеру точно не стоит брать. Ну, а если вам просто, хочется, так бывает, поиграться, там просто где-нибудь на всякий случай подсмотреть, там иметь связь, там, не знаю, там, с своим гаражом, то для каких-то, скажем так, бытовых целей данная камера вполне подойдет. Ну и на завершение видео я ее сейчас подключу и просто покажу, как происходит вращение вот этой вот головки видеонаблюдения, да, второй камеры. Но для этого нужно парочки минут, пока я все это красиво подключу. Так, у нас, значит, мы вставляем USB сюда и разъем Type-C. Причем должно быть плотненько. Может быть так, что разъем уткнется, и вы просто его не зафиксируете полноценно, поэтому померяйте приблизительно глубину, вот так, и тогда вставляйте. Так, сейчас. Вот так. Есть. Зафиксировал. Так. Подключаем, и нужно некоторое время подождать, пока камера инициализируется. Так, момент.
Чик, минутку. Так, прошу прощения за задержку. Так, пошла инициализация камеры. Вот так это происходит. Также можно оценить громкость работы, шум от камеры. В принципе, камера работает довольно тихо, и на расстоянии 1-2 метра она даже не особо мешает работать, если, допустим, где-нибудь вы рядом с ней работаете. Вот. А я, когда ее испытывал, то она висела рядом со мной. Никакого дискомфорта по поводу звука не было. Итак, инициализация у нас прошла. Так, включаем приложение CAM720. В данный момент камера подключена через Wi-Fi. В принципе, подключение к программному обеспечению проходит довольно просто. Там особых проблем быть не должно. Так. Что, смотрите. Раз. Я просто пройдусь по крайним положениям. 2. 90 градусов. Так, теперь давайте. Так. Поставим в стартовую позицию и теперь повращаем ее по горизонтали. Раз. Два. Ну, я бы даже сказал, что в принципе тут почти 360 градусов поворот. Ну и давайте еще сделаем вот так. А, еще учитывайте, что камера стоит вверх ногами, просто ее так удобнее держать на ножке. Ну что ж, в принципе, на этом все. Я постарался вам показать все нюансы про конкретно эту модель и вообще рассказал вам про веб-камеры Lenovo. На этом все. Спасибо вам за внимание. Еще раз прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы этого не сделали ранее. Всего хорошего, до свидания.